И вот этот корень, вот он какой длинный, у меня даже руки не хватает, чтобы поднять. Вот этот корень я сейчас доставала. Видите, как отлично растут корни. Но их слишком уже много, и слишком они старые в этой посадке. Вот, о, видите, все просто. И вот теперь я смогу их отделить друг от друга. Господи, даже стола не хватает. Посмотрите, какое интересное гнездо получилось. Внутри пустота, здесь был грунт, а все корни растут ближе к стенкам горшка. То есть они нам показывают, что им очень нужен свет. И вот чаще всего, когда достаешь вот такие растущие корни из горшка, из тех, которые долго растут в одной посадке 3-4 года, здесь пустота, потому что эта часть корней, она старая, и она погибает. А все живые корни растут ближе к стенкам горшка. А вот здесь ты мне мешать будешь. Иди туда на краешек ложись. Ну, он уйдет. Это начинай. Так из-за него ж ничего не видно. И я поставить ничего не могу. Симусь. Ну ты бы уж лучше на камеру смотрел. Семочка, иди ко мне. Иди вон туда. Семка, иди ко мне. Вот. Иди ко мне и ложись здесь. Все. Молодец. И там, нет, Семочка, там лежит. Сем, не выпендривайся, ложись. Добрый день, друзья. У меня есть 8 вот таких горшков. Это горшки-лодочки. И в них посажено по 2, по 3 орхидеи. И все посадки делались 3-4 года назад. То есть я считаю, что посадка возрастная. И недавно я вам показывала пересадку именно такой возрастной орхидеи. И сделала плейлист для того, чтобы показывать уже домашние орхидеи, когда я их пересаживаю, почему я это делаю, как часто я это делаю. Ну, в общем, все нюансы пересадки домашних орхидей я хочу вам тоже показывать. И сегодня пересадка 3 орхидей из горшка лодочка. Ну, горшок вот такой, длинный. В него удобно посадить 2-3 орхидеи. Но вот сейчас я сделала для себя выводы. Я сажала в эти горшки только мини-орхидеи. Купишь такую крошечную орхидейку, а она потом вырастает, ну, в принципе, таким большим кустиком. А еще вот с этой стороны есть орхидея, по-моему, это Готрис. У нее 2 детки. А что говорить о корнях, которые растут со всех сторон? Их много уже здесь. Вот так они все переплетены. Орхидеи уже находятся выше и самого горшка, и выше посадки. Пересадки домашних орхидей я всегда делаю по показаниям. Или много корней, или орхидея высоко находится в горшке. Это основные 2 показателя, по которым я пересаживаю орхидею. А здесь еще и огромное количество сплетенных корней в самом горшке и сверху. Как я сейчас это буду делать, я еще плохо себе представляю, но посмотрим. И чем же все-таки оказались не очень удобные эти горшки? Вот именно тем, что сейчас придется расплетать корни 3 орхидей.
А если еще и какая-то из орхидей чувствует себя не очень хорошо, лечить одну орхидею отдельно от остальных не получится. То есть приходится лечить все сразу орхидеи. У меня была ситуация, когда одна орхидея сбросила листья, поражена точка роста, осталось у нее 2 листика, но там повезло. Она просто сразу дала детку. И теперь там также осталось 3 орхидеи, но надо как-то доставать эту орхидею с деткой, потому что детка уже большая, она уже цвела, и придется нарушать всю посадку. Но здесь по показаниям очень много корней, и наверняка в горшке много старых корней. Ну вот, давайте приступим. Одну орхидею я точно сегодня пересажу, 2 не знаю, какие им понадобятся горшки, потому что корней может остаться много, может мало. Будем смотреть и разобраться, у какой орхидеи здесь растущие корни. Вот они есть, здесь есть, внутри там видно растут молодые корни. Но они так переплелись, что, например, корень вот этой крайней орхидеи, он растет вот туда глубоко, в другую сторону. В общем, проблем много. Ну что ж, давайте как-то извлекать орхидеи из горшка и смотреть, что там происходит. Как же их рассадить теперь? Даже извлечение сложное, потому что когда вы извлекаете одну орхидею, вы можете ее в одну руку взять и аккуратно ее держать. А здесь 3 орхидеи. Нужно же не повредить все 3 орхидеи. Вот смотрите, один корень пророс сквозь горшок, но я его просто оторву. В этом случае невозможно сохранить корни. Да, все отделяется несложно. Наверное, сложности будут дальше. Керамзит высыпается, как всегда, очень легко. И форма корней повторяет форму горшка. Но это во всех так посадках, когда корней у орхидеи или у 3 орхидей много, они, конечно, растут ближе к стенкам горшка. И вот теперь смотрите, вот что с этим всем делать. Давайте покажу вам. С другой стороны. Конечно, есть старые корни, которые нужно удалять. Но, видите, я специально взяла горшок, в котором корни сухие. И вот в таком состоянии разобрать и расплести эти корни не представляется возможным. Нужно на час, может быть даже на 2 поместить вот эти все корни в воду. А у меня получится это сделать только на кухне, в мойке. А потом, когда корни хорошо напитаются водой, попробовать их расплести. Вот такие сложности. Пойду помещать орхидею в воду. Пусть плавает.
Прошло 3 часа. Корни 3 орхидей находились в воде 3 часа. Хорошо впитали в себя воду. Много, очень много гнилых корней внутри. Вот часть я уже отделила. Лежать, лежать. Сёма, не мешай, пожалуйста. Ложись. Ну, поближе, там где неплохо видно. Да, да. С чего надо начать? Надо начать с того, что убрать все гнилые корни. Иначе они нам будут мешать. А корни орхидей придется все расплетать и делать это аккуратно. И чтобы не мешали гнилые корни, я их сейчас все убираю. Вот вижу корешок гнилой и сразу его срезаю. Эта работа займет очень много времени. Вот это все удаляю, если нужно, обрезаю. После этого буду расплетать все оставшиеся живые корни. Здесь много таких корней. Посмотрите, какое интересное гнездо получилось. Внутри пустота, здесь был грунт, а все корни растут ближе к стенкам горшка. То есть они нам показывают, что им очень нужен свет. И вот чаще всего, когда достаешь вот такие растущие корни из горшка, из тех, которые долго растут в одной посадке 3-4 года, здесь пустота, потому что эта часть корней старая, и она погибает, становится вся ломкая, пустая, гнилая. А все живые корни растут ближе к стенкам горшка. Продолжаю убирать сухие корни. А потом буду все это расплетать. И желательно, конечно, как можно меньше сломать и повредить живые корни. Сёма очень долго ждал. Он уже пошел покушал. Три часа ждал. Молодец. Все. Ложись. Сёмочка, ложись и не мешай, пожалуйста. Сёма нервничает. Сёма, не нервничай. Не нервничай, сыночка. Нормально. Вот такое количество гнилых пустых корней у 3 орхидей. Это не катастрофическое количество и не катастрофическая ситуация. Самое сложное теперь расплести все эти корни. Сейчас я это все выбрасываю. И керамзит тоже. Сёмка. И приступаю к самому сложному процессу расплетению этих корней. И вот это займет очень много времени. То есть нахожу корень и ищу, где он начинается и где он заканчивается. А это может быть очень сложно. Вот где-то взяла из середины корень, а он вот такой длинный. Расплетала с этой стороны, а уходит он куда-то сюда. Значит, кладу на стол и вот так медленно буду разбирать каждый корень этих 3 орхидей, стараясь не сломать эти корни. Сколько это займет времени, я вам потом скажу. Но отделяя их друг от друга, а так как они находились долгое время в воде, ну, надеюсь, что это будет проще. Вот еще, смотрите, сейчас буду показывать. Вот начало корня.
Вот я иду по этому корню. Вот, 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 вот. Продолжение. Куда уходит дальше. Переплетается. И вот так буду искать, где этот корень заканчивается. В общем, это квест с корнями. Да, это еще тот квест. Вот он. А заканчивается он вот здесь, совершенно с другой стороны. Воздушным корнем. И вот так, чтобы его не сломать. Ну, не сломать, это из области фантастики. Вот чем чреваты такие совместные посадки. Вот этот длинный корень. А начинается он около, будем считать, первой орхидеи, а заканчивался совсем с другой стороны. Вот такой квест я сейчас буду разгадывать. У нас есть плейлист на канале, где собраны все посадки в такие горшки-лодочки. Сажать было очень интересно. Выращивать их тоже очень интересно. Цветут они всегда красиво. Но потом разбирать эти корни сложно, долго. Многие это боятся делать, потому что, ну, поранить такие корни, конечно, возможно. Да и для орхидеи это тоже немалый стресс. Вот и думаете, стоит делать такие посадки или нет? Так, этим квестом я уже занимаюсь полчаса. Мне важно сейчас что сделать, чтобы вот эти корни, вот у меня всего несколько корешков осталось, которые заходят по кругу, найти, где у них начало, где конец, и тогда можно разделить орхидеи, и мы с вами увидим, какая орхидея отлично росла, какая не очень. Но корни длинные и переплетены, конечно, очень сильно. Друзья, видео получается очень длинное, и поэтому было принято решение разделить его на две части. В общем, продолжение следует.